Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимия. Сегодня у нас будет необычный расклад. Наверное, этот расклад интересен будет преимущественно тем людям, которые пытаются найти для себя не ответы на какие-то событийные, будничные, бытовые вопросы, а ищут какие-то ответы, касающиеся глубоких экзистенциальных вопросов жизненных, и изучают разные вещи, интересуются тем, как устроен наш мир, интересуются вопросами истинной магии. Я напомню, что истинная магия – это не та ритуальная магия, которую все обычно привыкли видеть. Истинная магия творится внутри нашего сознания и в конечном итоге проявляется в нашей жизни через какие-то слова, через какие-то действия. И вот сегодня с помощью второй метапосланий мы попробуем с вами посмотреть ряд интересных вопросов, основа которых базируется в различных теориях квантовой физики в частности, и вообще в вопросах, которые касаются темы человеческого сознания, а именно природы сознания, как это сознание может влиять на формирование нашего будущего. Я отталкиваюсь от того, что время, как оно есть, и не само время, а интерпретация времени, выраженная словами прошлое, настоящее, будущее, сконцентрирована где-то в одной точке. И, собственно, Таро – это те картинки, с помощью которых наше бессознательное может попробовать найти ответы на некоторые вопросы посредством кодирования, вернее, посредством интерпретации тех картинок, которые мы видим. Понятное дело, что объем любой интерпретации, равно как и объем, допустим, вашего словарного запаса и ваших коммуникативных моделей общения с другими людьми, зависит от разных факторов, в частности, зависит от того, каким объемом обладает ваш наглядно-образный аппарат. Объемом имеется в виду образов, символов, насколько вы его понимаете. Но в любом случае, каким бы объемом вы ни обладали, какие бы вопросы жизненные, бытовые, событийные вас не волновали, я думаю, что этот расклад однозначно достоин вашего внимания, потому что он даст вам мысли для размышления и, возможно, даст вам какие-то очень важные ответы, касающиеся основной темы, как именно вы влияете на формирование своего будущего ежедневно и ежечасно. Многие люди привыкли видеть Таро как нечто дьявольское, демоническое, нечто покрытое таким вот шарлатанским каким-то флером, да, в силу того, что, в общем-то, само понимание проективных методик работы и познания этого мира сейчас дискредитирован настолько, насколько можно. Но, тем не менее, я считаю, что в вопросах исследования мира, и в частности в вопросах исследования мира отдельно взятого человека, любой инструмент хорош, если ты умеешь с ним обращаться, и если ты стараешься в вопросах использования этого инструмента рассматривать какие-то более глубокие слои нашей реальности, чем те, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Многие из вас, кто когда-либо интересовался темой юнгианского психоанализа, и в частности трудами Юнга, наверняка вообще, впрочем, даже и те, кто не интересовался, хотя бы раз в своей жизни слышали такое слово, которое называется синхрония. То есть это когда вы о чем-то подумали, и оно вдруг начинает происходить в вашей жизни. Вот этот метаболизм я предлагаю сегодня изучить, потому что на самом деле все, что вам кажется случайностью в вашей жизни, совершенно не случайно. И если бы существовали сейчас какие-то объемные методики, позволяющие исследовать вопрос именно возникновения реальности как таковой, наверное, я смею предположить, что человечество и жизнь человека, какого-то отдельного индивидуума, очень сильно бы изменилась. Но так как основная масса людей не интересуется никакими значимыми или значительными вещами, основная масса людей сконцентрирована только на вопросах выживаемости, в глобальном смысле, да, то есть людей интересует все что угодно, только не то, что действительно может оказать влияние на их жизнь.
Поэтому вот все, кого интересует, как именно вы оказываете влияние на свою собственную жизнь, как именно вы оказываете влияние на свое собственное будущее, мы сегодня и будем с вами, собственно, смотреть. Вот, поэтому я предлагаю в комментариях высказать свои мысли относительно того, что вы сами думаете по этому вопросу. Может быть, вспомнить какие-то истории, в частности, реализацию каких-то мечт в вашей жизни, насколько сильно вы были на них зациклены, может быть, или мечт, которые, были просто вот мечтой, да, как неким ориентиром, но не было никакой зацикленности и фиксации. То есть как вообще ваша жизнь, текущая прежде всего, связана с тем, что вы обычно думаете и с тем, чего вы обычно хотите. Потому что в вопросах построения более счастливой жизни главным камнем преткновения является сфера мышления. То есть в конечном итоге люди, которые понимают, что большая часть мыслей, проходящая через них в течение дня, это мысли, которые навязаны социумом, навязаны чем-то внешним. То есть когда мы начинаем прислушиваться к истинному голосу самих себя, то у нас действительно появляются какие-то инструменты в руках, с помощью которых мы можем отстраивать в буквальном смысле какое-то свое новое, обычно говорят будущее, но на самом деле не будущее, а настоящее. Потому что в конечном итоге, когда мы говорим о жизни человека, мы всегда пребываем в моменте. У нас нет будущего как такового и нет прошлого как такового. Мы всегда находимся в какой-то конкретной точке пространства под названием «сегодня и сейчас». Поэтому присаживайтесь поудобнее. И давайте попробуем посмотреть, как Таро гипотетически попробует ответить нам на эти вопросы. Для того, чтобы мы могли сложить какую-то, может быть, новую картину мира. Может быть, могли понять о себе какие-то важные моменты и нюансы, требующие изменений наших внутренних. Вообще, в принципе, могли понять, как именно мы можем влиять на свою собственную жизнь, и что такого мы делаем, чего делать, может быть, не стоит, или наоборот, чего такого мы не делаем, что стоит делать. И начну я с такого вопроса. Какие энергии, по мнению Таро, да, почему я говорю по мнению Таро? Потому что я фактически выступаю оператором, да, мое бессознательное, мой наглядный образный аппарат, пространственное, ассоциативное мышление будет сейчас трактовать эти картинки. И эти картинки я буду доставать не просто так, да, не случайно. То есть, мне кажется, в 90-х годах или в начале 2000-х в Америке проводился один интересный эксперимент, как раз-таки по изучению эффекта влияния Таро на состояние человека, где там пытались проводить сравнение, каким образом таролог достает именно какую-то конкретную карту из колоды. Если кто-то не знает, то я напомню, что в конце 60-х годов проводился эксперимент, в котором было доказано о том, что все решения в жизни человека принимает условно вот та часть вашего сознание, которое называется бессознательное, и уже только спустя 30 миллисекунд вы имеете возможность осознать то, что вы хотите сделать. Вот. Поэтому самые важные вещи происходят, как правило, там, где мы их не видим. И в данном случае сейчас вот мое бессознательное будет вытаскивать какие-то конкретные картинки, которые будут отвечать на этот вопрос. Но, опять же, я хочу заметить, что реальность, вообще реальность, это штука такая многослойная, как луковица, в которой есть множество слоев, или как капуста, назовите как угодно. Поэтому всякий раз, даже если мы 150 разных возьмем колод, мы будем вытаскивать на один и тот же вопрос совершенно разные карты, но все эти карты будут иметь один общий смысл. То есть это будут какие-то краски, нюансы, детали, которые нужно видеть. Вот, и поэтому в данном случае у нас тоже будут какие-то интересные карты. Вы можете поэкспериментировать с этими вопросами самостоятельно, посмотреть, что же выйдет у вас, как вы будете это видеть, да, как ваше бессознательное, какую сторону читает. Итак, какие энергии влияют на формирование вашего будущего вообще, вот вообще в жизни? Вот у нас выходит 14-й аркан под названием «Умеренность». Здесь, напомню, написана фраза «Уна иммота», «Единое неизменно». Значит, эта карта говорит о том, что вообще на формирование вашего будущего в равной степени
влияют и объем как раз-таки вашей бессознательной энергии, назовем это так, и ваши какие-то сознательные приложенные усилия. То есть некий момент синхронии того, что находится глубоко внутри вас, того, что вы, может быть, даже не понимаете, того, что находится вообще, в принципе, в коллективном бессознательном, и того, что вы действительно хотите сами, то, что вы делаете, какие усилия вы прикладываете. Главной точкой в вопросах формирования этого будущего является точка внутреннего покоя и абсолютная, наверное, синергия объединения каких-то двух вещей. То есть для того, чтобы ваше будущее случилось, сложилось таким, каким вы хотите его видеть, должно быть соблюдено два важных компонента. Вы должны чего-то хотеть осознанно и что-то делать. Вы должны абсолютно тотально доверять себе, своему внутреннему голосу. Вы должны уметь слушать пространство. И слушать себя, естественно, потому что мы слышим пространство через себя, через какой-то наш внешний отклик в том числе. Поэтому, когда вы будете эти сигналы улавливать и будете слышать некий отклик от своей интуиции или от своих каких-то телесных реакций и прикладывать определенные усилия в том направлении, откуда исходят эти ощущения, эти сигналы, эти предчувствия, какие-то сновидения, вот в этом случае вы будете достигать какой-то определенной точки покоя и будете делать то, что вам действительно нужно. Опять же, умеренность – это такая карта, которая с точки зрения энергии говорит о том, что человек должен иметь очень спокойную, уравновешенную, такую стабильную энергетику. Это примерно выглядит как электрический ток в наших проводах. То есть, когда у нас нет перепадов напряжения, у нас все работает чудесно. Как только у нас возникают какие-то перепады напряжения, у нас начинают перегорать электроприборы или начинает выбивать свет. Вот точно так же, по сути, устроен процесс формирования вашего будущего вообще в принципе. Но теперь, если отталкиваться от вопроса, какие энергии прямо сейчас влияют на формирование вашего будущего или вообще будущего людей, вот в какой-то конкретный этот момент времени, что это за энергия? И это такая энергия манифестации, я бы сказала так. Маг говорит нам о том, что перед нами человек абсолютно уверенный в себе, абсолютно твердо стоящий на ногах, человек, который ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах не ориентируется на то, что ему говорят другие люди. В том числе никогда не слушает мнения других людей о себе, а всегда ориентирован только на себе. В этом человеке есть некая фундаментальность, основательность. То есть, если мы говорим о том, какие энергии, это будет акцент сделан прежде всего на то, что энергия уверенности в том, что ты все делаешь правильно. Вот в данный момент времени для вас, может быть, для всех остальных других людей, главным ключевым энергетическим аспектом является развитие уверенности, устойчивость. Поэтому именно эти вещи вы должны сейчас культивировать в себе. То есть, возможно, кому-то надо поработать со своей эмоциональностью, привести в порядок эмоциональный фон, чтобы не переживать, не расстраиваться, не стрессовать. Кому-то нужно привести в порядок внутренние какие-то свои мыслительные процессы, то есть перестать расплываться по древу, как говорится, а концентрировать внимание на какой-то одной конкретной задаче, которую вы хотели бы достигнуть. И самое важное – быть настойчивым. Упорным, упрямым, массивным, таким, знаете, как ледоход идет в Северном Ледовитом океане и своим носом режет все льды вокруг, прокладывая какой-то новый путь. Вот так выглядит энергия мага в данном конкретном случае. Да? В каком-то смысле вы можете визуализировать себя этим ледоколом, который идет по этой жизни с абсолютно тотальной уверенностью в том, что сможет справиться со всеми проблемами, которые возникают или могут возникнуть. Что вам или вообще кому-то нужно знать о связи между вашими мыслями, и о связи с реальностью, как вы ее сами воспринимаете. Вот какая взаимосвязь, в чем точка взаимодействия, да, точка контакта между тем, как вы думаете, и тем, на самом деле, как вы видите эту реальность, какая она есть. И у нас выходит тут жезлов. То есть с точки зрения Таро, тут жезлов – это максимальный потенциал
какой-то энергии, какой-то силы, пока еще не сформированной в виде какого-то конкретного действия. То есть каким образом связаны ваши мысли и каким образом связана реальность, как вы ее воспринимаете. Это жезлов говорит о том, что сначала в вашей мысли, в ваших мыслях, в ваших мысленных образах возникает какой-то объект, не знаю, какое-то желание, может быть, мечта, посыл и так далее. И в ответ на возникновение этого объекта жизнь, реальность, как вы ее воспринимаете, как будто бы дает вам сразу массу возможностей. То есть, по сути, когда мы говорим о шансах в нашей жизни и в вашей жизни в том числе, то все эти шансы появляются так или иначе. Они вообще на самом деле есть, мы понимаем по умеренности, что они есть еще до того, как мы их увидели. Вот как только мы их увидели, срабатывает эффект наблюдателя, да, мы их измерили мысленно в своей голове, и все эти шансы потенциальные, которые есть в нашей жизни, они становятся видимыми, мы начинаем их замечать. То есть вы не можете заметить что-то, что действительно является для вас важным, пока вы внутренне не будете на этом сфокусированы, то есть пока вы этого не захотите, или пока вы об этом не подумаете. Отсюда возникает предположение или вопрос, как часто действительно человек на самом деле готов воспринимать окружающий мир таким, каким он хотел бы его видеть. Или как часто человек воспринимает мир таким, как он боится его увидеть, например. Или таким, каким он есть на самом деле. То есть я предполагаю, что у нас есть 3 ярко выраженных категории людей. Это как раз те, которые воспринимают мир таким, каким они хотят его видеть. То есть они целенаправленно фиксируют внимание на каких-то положительных вещах. Есть такие люди, которые воспринимают мир таким, каким они не хотят его видеть. То есть они целенаправленно вычленяют в этом мире какие-то определенные вещи, которые они отрицают прежде всего в самих себе. Потому что сначала есть мы сами, а потом уже есть наша экстраполяция вовне. И есть такие люди, которые мир воспринимают, условно объективно. То есть они видят и хорошие, и плохие стороны, и они наблюдают за динамикой, за развитием различных мировых процессов. То есть люди, которые находятся на некой дистанции, на некотором отдалении от каких-то происходящих событий, но при этом имеют возможность наблюдать и замечать какие-то важные, очень тонкие детали и нюансы, которые не видят все остальные. Какие аспекты вашего сознания наиболее активно участвуют в создании вашего будущего? То есть аспектация. На чем у нас аспектация? И у нас здесь аспектация, наверное, прежде всего касается темы амбиций. Амбиций и прежде всего каких-то вещей, которых мы будем добиваться при любых обстоятельствах. То есть, как только вы начинаете не просто чего-то хотеть, как только вы начинаете предпринимать усилия, вполне конкретные усилия, имеющие конкретные цели, фактически вы прикладываете руку к формированию своего будущего. Вот здесь, в этой карте, на мой взгляд, очень банальная на самом деле сокрыта истина. Потому что любой человек должен понимать, что свое настоящее, опять же, которое мы до какого-то момента воспринимаем будущим, мы можем достигнуть только тогда, когда мы к этому прикладываем усилия. То есть невозможно просто чего-то хотеть и ничего не делать. Так не бывает. Для того, чтобы что-то было, у нас должна быть конкретная цель. И многим людям на самом деле не очень хочется ставить перед собой какие-то цели, потому что основная масса людей оперирует какими-то абстрактными понятиями. Абстрактные понятия привычны в том случае, когда мы не готовы брать на себя полную ответственность за то, чего мы хотим. И в данном конкретном случае, как только у нас появляется цель, как в бизнесе эта цель звучит конкретная, измеримая, да, выраженная в цифрах каких-то, или в каких-то конкретных названиях. Как только вы какие-то конкретные названия говорите, даете, называете то, чего вы хотите каким-то конкретным именем, и как только вы начинаете планировать прежде всего, откуда у нас возникает энергия 8 жезлов. Ведь он не просто так бросает эти палки в небо. Да? Он не бросает эти палки, целясь конкретно в это солнце, потому что он понимает, что вот моя
яркая цель, направление моего движения, я хочу сейчас попробовать достигнуть этого. И в каком-то смысле эти 8 жезлов можно разложить на историю разнонаправленной деятельности. То есть, когда мы пытаемся достигнуть своего будущего, не действуя только в одном направлении, а используя разные способы достижения, то в этом случае вероятность достижения нужного нам события или нужной нам ситуации повышается многократно. Если мы действуем только в каком-то одном направлении, там нас всегда, в большинстве случаев, будет ждать провал. А когда мы имеем возможность действовать в разных направлениях сразу, вот там нас 100% будет ждать какой-то успех, какой-то праздник, потому что хоть одна из этих палок, которые бросил этот человек, достигнет своей цели. В принципе, сама себе история про энергетику мага говорит о том же. Да? Не зря здесь на колоде мы с Глебом нарисовали историю такого вот слияния, где у нас человек стоит в виде 5-го элемента. Эта история как раз про то, что для того, чтобы добиться цели, нужно использовать и задействовать разные совершенно параметры. Недостаточно только одного желания человека для получения чего-то. Нужно много действий. Но другой вопрос, что пока все карты, которые мы видим, касаются людей, прежде всего, с активной жизненной позицией. То есть, если мы говорим о 8 жезлов в концепте, какие аспекты вашего сознания наиболее активно участвуют, наиболее активно, вообще стимул, мотив, импульс – это активная жизненная позиция. Это не желание мириться с тем, что у меня есть, это желание достигнуть большего. В этих картах я вижу отражение мысли о том, что как только мы начинаем ставить перед собой какие-то недостижимые на какой-то конкретный момент времени цели, и активно стремимся к этим целям, активно стремимся, чтобы они стали какими-то значимыми, мы действительно задействуем такое количество внутренних и внешних ресурсов, и каких-то действий своих, и привлекаем, может быть, каких-то людей, что-то еще. И мы многократно повышаем не только свои ресурсные какие-то возможности, ведь в этот момент времени мы начинаем чему-то учиться, какие-то получать знания, мы учимся как-то поступать иначе, по-другому. То есть мы многопланово развиваем себя, по сути. Элементарно изучение любого вопроса, того же самого Таро, не просто вот такое вот гадательное, бытовое, а глубокое какое-то изучение с точки зрения именно попытки наполнить свой наглядно-образный аппарат какими-то новыми знаниями и навыками, вы так или иначе погружаетесь в различные области смежные. Да? Опять же, если смотреть на этого мага, что мы изучаем, когда мы изучаем Таро? Мы изучаем способы, с помощью которых мы можем вообще работать с картами. Да? Мы рефлексируем какие-то внутренние свои моменты. Мы изучаем какие-то физические реалии в своей жизни, какие-то события, которые меняют нашу физическую жизнь. Самое важное, мы развиваем коммуникации, потому что когда мы учимся работать с Таро, мы учимся говорить, неважно, на каком языке мы разговариваем, мы пытаемся развить свой словарный запас и навыки вообще говорения. Это может происходить через развитие каких-то письменных навыков, это может происходить через какой-то вербальный контакт, когда вы говорите голосом. Но так или иначе в базисе все равно стоит устойчивость. Да? Вот она основная тема умеренности, тема устойчивости, она неизменно повторяется так или иначе везде. И подкрепляется, опять же, повторюсь, какой-то активной жизненной позицией. То есть невозможно без активной жизненной позиции добиться каких-то определенных целей в этой жизни. Вам все равно, хотите вы или нет, придется действовать. И действовать не просто так, бездумно, как-то импульсивно, хотя и такие действия иногда возможны, и они тоже иногда в некоторых случаях приносят какой-то результат совершенно нестандартный обычно. То есть какой-то ожидаемый, прогнозируемый результат вы можете получить только если вы понимаете, куда вы будете бить и чего вы хотите. Если вы совершаете какой-то импульсивный поступок, то там не может быть каких-то результатов прогнозируемых. Вы получите однозначный результат. Но каков будет этот результат, вы не узнаете ровно до того момента, пока это не произойдет, пока это не случится. В каком-то смысле так работает в том числе и предсказания с помощью Таро или каких-то других вещей. То есть вот чем конкретнее вы понимаете, чего вы хотите, чем конкретнее вы понимаете, что вас интересует, какой вопрос вы хотели бы узнать или что-то еще, тем точнее будет
детализация, нюансы каких-то ответов. Опять же, когда я говорю чем конкретнее, я подразумеваю прежде всего не просто озвучивание чего-то, что вы можете произнести вслух, а прежде всего внутреннюю ориентацию в том числе. Потому что невозможно хотеть чего-то конкретного, если у вас внутри хаос и беспорядок, сумятица. Или точно так же невозможно хотеть чего-то конкретного, если вы не можете сфокусировать свои мысли. Это будет вызывать определенные сложности. Ну, двигаемся дальше. Как вы можете использовать свое сознание для позитивного влияния на свою жизнь? Что это значит, свое сознание? То есть мы понимаем, что наше сознание – это не только наши мысли, наше сознание – это то, что еще происходит за кадром наших мыслей. Да? Это наше сознание, которое мы видим в виде сновидений или чувствуем в виде телесных ощущений, или чувствуем в виде каких-то инсайтов, озарений и так далее. То есть это комплекс всего, что есть внутри нас, что мы понимаем и что мы не понимаем. То есть вот что вы можете делать, как вы можете вообще использовать все, что есть внутри вас, для оказания какого-то позитивного влияния. То есть разворачивать свою жизнь в какую-то более какое-то стабильное, может быть, русло, может быть, у кого-то тема более денежное русло, да, у кого-то, может быть, история про отношения, все что угодно может быть. То есть что надо делать? И вот у нас, пожалуйста, 6 пентаклей. На карте мы видим людей, которые готовы отплыть на этой яхте, на этом паруснике. Значит, здесь у нас есть человек, и здесь мужчина и женщина из этого дома выходят. Как вы можете использовать свое сознание? Сама по себе картинка, даже если вы не знаете, не понимаете значений карт, говорит о том, что ты можешь использовать себя самого, свое сознание для позитивного влияния на свою жизнь только тогда, когда ты идешь куда-то, делаешь что-то, принимаешь какие-то предложения, которые тебе дает жизнь, возможности, и вообще что-то с ними делаешь. То есть главный посыл какой? Невозможно позитивно влиять на свою жизнь, если вы не будете ничего делать. Опять у нас, по сути, повторяется активная жизненная позиция, выраженная этой картой. И здесь она находит отражение в 6 пентаклей в том числе. Когда вы хотите что-то получить в своей жизни, когда вы имеете какую-то идею, жизнь, сама жизнь, это могут быть люди, это могут быть какие-то внешние события и так далее, дает вам эту лодку и говорит, вот тебе помощь, это может быть какой-то конкретный ресурс, какие-то знакомства, что-то еще, неважно, как это выражено. Вот тебе возможность, иди садись в нее и делай то, что тебе нужно. Большинство людей, даже видя перед собой колоссальное поле возможностей, не могут в эти возможности поверить. Им кажется, что они все несостоятельны. Это происходит по разным причинам, которые мы не будем обсуждать сегодня. Но когда мы не думаем о том, получится у нас или не получится, когда мы думаем вот так, как этот человек, я готов испробовать разные способы и разные возможности, какой-то из них обязательно выстрелит. Вот тогда мы начинаем действовать так, как действуют люди в 6 пентаклей. То есть появляется возможность, и мы эту возможность идем и реализуем. То есть, по сути, единственный способ использовать весь массив своего внутреннего «я» для того, чтобы превратить свою жизнь во что-то другое или сделать ее какой-то конкретной, или что-то в нее добавить, нужно делать. Нужно брать то, что вам дают, и пытаться использовать это для достижения каких-то целей. А жизнь всегда дает нам разные возможности, абсолютно. В большинстве случаев мы не хотим видеть эти возможности, мы не хотим брать эти возможности, потому что что? Потому что теневая проблема этой карты, такой вот неповоротливый аспект, это привычка. Энергия умеренности теневая – это привычка. Это нежелание отказываться от того, как я живу, потому что мне это нравится на самом деле. Я от этого испытываю удовольствие. То есть, по сути, главный камень преткновения в формировании своего какого-то более лучшего будущего – это ваша привычка. Это то, от чего вы не хотите отказаться. Причины, по которым вы не хотите отказаться, разные. Но, опять же, в большинстве своем главная причина отказа – это нежелание брать ответственность, нежелание занимать какую-то активную жизненную позицию.
Желание просто вот как, не знаю, букашки живут, там птички, насекомые. Ну, просто жить, нюхать цветочки, там что-то делать еще, ползать просто. И все. То есть у каждого человека какой-то свой разный, какой-то разный концепт. Причем, когда я говорю о привычках, я не говорю о привычках, допустим, такие как, не знаю, там, привычка вставать в 12 часов дня или что-то еще. Здесь более какие-то укоренившиеся привычки, которые не всегда касаются бытовых моментов. Здесь определенные какие-то предпочтения в стиле жизни. Вот зачастую, когда мы обсуждаем вопрос по поводу роста доходов, одна из ключевых привычек, которая на самом деле не привычка, а внутренний приоритет, вообще личная установка, парадигма жизни, назовите как угодно, это история про то, что я не хочу работать больше, чем я работаю сейчас. Я хочу больше денег, потому что мне хочется и то, и это, и другое, и пятое, но я не хочу больше работать, или я не хочу работать по-другому. С другой стороны, когда мы говорим о больше работать, понятное дело, что человек таки рожден для счастья, а не для рабского труда, правда? Значит, возникает вопрос о том, что иногда в некоторых случаях можно не перерабатывать, но при этом иметь какой-то доход, который интересен. Но, на мой взгляд, это все равно какая-то гипотетическая реальность, потому что если вы не родились с золотой ложечкой во рту, то так или иначе вам придется работать. Другое дело, как именно вы будете распределять свое рабочее время. То есть работать в 8 часов, не отвлекаться ни на какие занятия, успевать все, что нужно для того, чтобы вовремя уходить, или наоборот. Или вы трудоголик, который кайф испытывает от сложной работы бесконечной, или наоборот, вы вообще не хотите работать. Ну, в общем, вы понимаете, о чем я на самом деле говорю, я думаю. То есть укоренение. Надо найти какое-то укоренение, и это укоренение начать потихонечку менять. Добавлять в это укоренение постепенно, не быстро. Умеренность карты не быстрая, медленная. Каждый день, ежедневно добавлять какие-то новые вещи. Причем вот это добавление требует от человека колоссального самоконтроля. И это самая сложная история. Потому что нам очень тяжело даются любые действия, связанные с принуждением к чему-то, с какой-то дисциплиной или самодисциплиной. Потому что, по сути, большинство из нас и так искусственно всю жизнь находится в каких-то ограничениях или находилось в детстве. И любая тема, касающаяся дисциплины, начинает сразу дезориентировать, раздражать, бесить, злить и так далее. Но, тем не менее, карты нам говорят вот именно об этом. Как изменится ваша жизнь, если вы сделаете самую малость? Просто измените свои мысли и измените свое восприятие. Вот это будут мысли, а это будет восприятие. Что происходит вообще в жизни человека, когда мы начинаем думать по-другому? Когда мы начинаем воспринимать жизнь по-другому, иначе, не так, как это было раньше. Вот если вы измените свои мысли, то, наверное, с большой долей вероятности вы перестанете создавать проблему из ничего. Вы перестанете попадать в такие ситуации, которые требуют от вас каких-то креативных способов решения. Да? Мы видим, что здесь большой лабиринт, вот эти вот анубисы в виде охранников стоят на выходе. У нас выход, вот он, лестница висит. Но этот красивый мужичок предпочитает бегать по кругу, потому что он не видит просто эту лестницу. Он не поворачивается назад, он смотрит только вперед. То есть какое-то узкое туннельное зрение. И когда вы меняете свой образ мышления, когда вы меняете свои мысли, вы перестаете видеть узко в одном направлении. Вы начинаете видеть ровно так же, как видит условно широкоугольная камера или какой-нибудь там телеобъектив. То есть вы видите больше деталей, вы видите больше нюансов. Соответственно, в вашей жизни появляются какие-то активные возможности для выхода из любых затруднительных ситуаций или из каких-то патовых ситуаций, из которых вы выйти не можете. То есть, по сути, какой-то спасительный круг будет в вашей голове находиться, с помощью которого вы сможете найти необычные решения. Однако же, если предположить, что история изменений в вашей жизни, если вы измените свои мысли, восьмерки мечей здесь будет прочитано буквально, что вы не можете изменить свои мысли, если вы не выйдете из программы. Я это озвучу так.
У каждого человека в голове, судя по 8 мечей, существует какая-то ментальная программа, конструкция. Некоторые люди могут из нее выйти просто так, легко и просто, да, это просветленные, назовем их так. Коих очень мало на самом деле в этой жизни, но тем не менее. Остальным людям сначала нужно предпринять какие-то усилия, чтобы они увидели, в какой программе они находятся. И для этого тоже требуются силы, и для этого тоже требуются ресурсы, потому что по большому счету, чтобы увидеть какую-то деструкцию в своих ментальных конструкциях, ты должен вести такую работу, которая называется дневник самонаблюдения. Когда ты берешь тетрадь или ручку, или красивое перо, и начинаешь периодически в каком-то красивом, опять же, месте, тетради, блокноте, не знаю, там где угодно, записывать свои состояния и мысли для того, чтобы найти какой-то повторяющийся паттерн поведения. Как только он найден, работа двигается по-другому. Или можно не вести дневник самонаблюдения, можно просто периодически задавать себе вопрос, почему я в этой ситуации оказался снова. Мы всегда раз за разом оказываемся в каких-то повторяющихся ситуациях. Да, иногда бывают такие случаи, когда мы оказываемся в каких-то необычных, новых для себя ситуациях. И даже в этом случае очень полезно задавать себе вопрос, почему я здесь оказался? Какие мои собственные действия или мои собственные мысли могли привести меня сюда? У некоторых психотерапевтов бытует мнение такое о том, что мы оказываемся в какой-то конкретной точке, в какое-то конкретное время, исключительно благодаря или из своих защитных механизмов. То есть всякий раз, когда мы принимаем какие-то решения, мы руководствуемся принципом «не навреди сам себе», даже если этот принцип неосознан. Я не знаю, насколько можно доверять такому видению, действительно ли оно является важным каким-то и актуальным, но, на мой взгляд, в этом есть определенный смысл. Потому что, когда мы говорим о защитных механизмах, так или иначе, все равно нами управляют инстинкты базовые какие-то. Элементарный инстинкт выживаемости, самосохранения. Да? То есть здесь вполне может быть такое, что очень часто мы совершаем какие-то непродуманные действия, может быть, не совсем правильные действия, благодаря только тому, что мы хотим, допустим, от чего-то защититься, чего-то избежать, или, напротив, когда нами движет авантюризм, азарт, что-то еще, и мы надеемся, что мы, опять же, сможем избежать каких-то проблем. Все равно, так или иначе, видите, вот я уже даже сама скатываюсь к теме защитных механизмов, поэтому здесь имеет смысл подумать о том, что для изменения своей собственной жизни надо понять для себя, что вы влияете на свою жизнь тогда, когда вы думаете. И когда вы загоняетесь, когда вы не спите, когда вы во всем видите отсутствие возможностей, вы действительно не имеете возможности ничего изменить. Поэтому здесь надо расширять прямо-таки свое сознание и видеть, что возможности есть. Но в большинстве случаев это возможности какие-то нетривиальные. Опять же, предназначенные для тех людей, кто способен проснуться и выйти за пределы вот этой глобальной какой-то матрицы, в которой мы все находимся. Это может быть и не матрица, это может быть какая-то другая жизнь, но это точно не то, о чем думает большинство. Жизнь человека с точки зрения неизученных доселе там, квантовых каких-то процессов и вообще в принципе неизученности жизни совсем не такая, как мы ее хотим видеть или как мы ее видим. Это какая-то совершенно другая конструкция, природа которой неизвестна. Как только будет понята природа сознания, доподлинно понята, тогда мы поймем смысл жизни и вообще природу возникновения жизни. Пока не понят вообще механизм возникновения сознания у живого человека, мы не можем предметно рассуждать о жизни, потому что мы не знаем, что такое жизнь. Жизнь – это само и есть сознание по сути, да? Потому что любое существо живое так или иначе обладает каким-то сознанием, пусть и примитивным. Если говорить о восприятии, да, как можно, то есть если вы измените свое восприятие, как именно изменится вообще ваша жизнь? Вот видите, у меня 7 кубков, которая фактически повторяет то, что я сказала некоторое время назад.
Если вы будете ставить перед собой конкретные цели, на 7 кубков в этой карте 3 астронавта рассчитывают маршрут, самый короткий маршрут до интересующей их звезды. И с точки зрения восприятия, это люди, которые видят сразу все, да, все мыслимые и немыслимые маршруты движения. То есть ваша жизнь может измениться в том случае, если вы будете воспринимать саму по себе жизнь свою и жизнь вообще как нечто более объемное и масштабное. Если вы будете воспринимать свое будущее как нечто существующее уже реально сейчас. Здесь акцент в этой 7 кубков я буду делать именно такой. Ваше будущее, оно же настоящее, уже конкретно где-то существует. И с точки зрения теории струн, да, теории параллельных так называемых вселенных и так далее, на самом деле ваше будущее становится ровно таким, каким вы его увидели. Здесь уже вмешивается, опять же, история физическая, да, о наблюдателе, что как только произведено измерение чего-то, тогда оно начинает включаться и где-то работать. Мы не можем иметь то, чего мы не видим. Вы в своей жизни всегда имеете только то, что вы могли, не знаю, увидеть, почувствовать, сделать что-то еще. Я о каких-то обычных житейских ситуациях говорю. Да? То есть мы не говорим о каких-то сложностях сейчас. Мы говорим о том, чего можно достигнуть, что нам может быть полезно для жизни. То есть в конечном итоге вы работаете в той организации или в той сфере деятельности, которую вы однажды увидели, выбрали, считать можно так, выбрали. Вы живете в таком месте, которое вы выбрали, увидели, по сути. Вы строите отношения с такими людьми, которых вы увидели, вы выбрали их и так далее. И если вы измените восприятие того, чего вы выбираете, или того, что вы хотите выбрать, то в глобальном смысле изменится и ваша жизнь. Она станет совершенно другой. Она будет более интересной, она будет более новой, она будет более какой-то масштабной. В ней будет происходить гораздо больше интересных событий, которые могут вообще случиться. Опять же, всему этому можно дать шанс только в том случае, если вы верите во что-то. Ведь 7 кубков – это не просто карта слепого представления чего бы то ни было. Это карта внутренней ориентации, прежде всего веры. В то, чего я хочу, в то, что я вижу или что я чувствую, что все это возможно. Это может быть в моей жизни. Когда вы не верите, вы не видите возможностей. А когда вы верите, все возможности выстраиваются перед вами в один ряд. Но при этом, я снова делаю ссылку на 8 жезлов, требуются активные действия, направленные для получения какого-то конкретного результата. Это очень важная история для всех людей, независимо от возраста. И прежде всего, эта история очень важна для людей, которые только начинают свою жизнь. Потому что любой человек, конечно, может изменить свою жизнь. Но когда у тебя в запасе осталось уже слишком мало времени, то, наверное, каких-то глобальных вопросов ты можешь уже не достигнуть, время ограничено. А пока у тебя впереди достаточное количество времени, если ты прямо сегодня и прямо сейчас начинаешь что-то делать, то ты действительно можешь приблизиться к какой-то конкретной звезде, которая тебя интересует. Какие скрытые силы влияют на ваше восприятие реальности? Под скрытыми силами я, вероятнее всего, буду воспринимать именно эти какие-то искусственно созданные границы. Здесь в 8 мечей я изложила теорию того, что жизнь человека ограничена невидимыми наблюдателями, которых он не может узреть, но они есть. И только те люди, которые где-то внутри себя, в задней части своего мозга, так это назовем, понимают, что их жизнь ограничена искусственно, они начинают искать креативные способы выхода из этой искусственно созданной реальности. И один из этих способов, опять же, символически как раз-таки является темой духовного восхождения. То есть это развитие какого-то экзистенциального видения и представления жизни такой, какая она есть на самом деле. То есть это и те люди, которые пытаются через математические и физические уравнения познать природу реальности, и те люди, которые через экзистенциальные, духовные какие-то учения, философию, что-то еще, пытаются найти для себя нужные ответы.
Так вот, какие скрытые силы влияют на ваше восприятие реальности, влияют на восприятие реальности вообще? И у нас интересный ответ в виде принца Пентаклей. Значит, вверху у нас летят журавли, эдакий символ долголетия, солнце светит, очень много пшеницы, чудесный урожай. Сейчас он всю соберет пшеницу, продаст, у него будут деньги. Нет никаких скрытых сил, по большому счету, за исключением только тех сил, которые всегда незримо присутствуют в нашей жизни и всегда являются ее составной частью. С одной стороны, этот принц Пентаклей – это указатель на самого человека. Сам человек формирует свою реальность, он формирует восприятие. Внешняя сила, физическая, влияющая, это только сила, которая помогает ему в конечном итоге обрабатывать ту реальность, которую он сам для себя принял. И другая внешняя сила, которая посылает определенно хорошие сигналы. Здесь журавли являются темой посылания хороших новостей и хороших сигналов. А вот заметил ли их человек или не заметил, воспользовался ли он ими или не воспользовался, не существует. То есть в каком-то смысле эти охранники, как внешняя история, это всего лишь люди, которые охраняют выход. Они пытаются научить человека найти и познать природу этой реальности, понять, где он находится, и найти ответы. Это как квест, как какая-то игра. И поэтому, пока вы сами не приложите какие-то усилия для изменения своего собственного восприятия, на вас так и будут влиять внешние обстоятельства, которые выражены в том, что мы будем делать то, что ты считаешь нужным, и мы будем дальше давать сигнал хороший, кто-то нас да услышит, да? Как в той интересной фразе, то есть по вере вашей. Та же самая история. В чем ваша роль в создании вашего будущего, которое вы сами себе представляете? Здесь уместно задать вообще, а вы себе представляете свое будущее, я так спрошу. И какова ваша роль, если вы действительно представляете? Ну, может быть, не вы, может быть, абстрактно люди. Четверка жезлов, конечно, представляет. Четверка жезлов говорит, я уже живу этим будущим, я уже точно понимаю, каким будет это будущее. И какую роль вы играете? Противоборствующую, роль сопротивления. У большинства людей проблема с реализацией будущего зависит от каких-то внутриличностных конфликтов. Может быть, кто-то здесь выбирает способы реализации будущего, очень стрессовые, конфликтные, сознательно избирает для себя, опять же, какие-то сложные пути. Почему сложные пути? Потому что вот у нас внешняя реальность, как мы говорим, да? И вот наше восприятие. Мы воспринимаем так, что нам постоянно надо денно-ночно трудиться и какие-то преодолевать сложности и так далее. Но на самом деле все гораздо проще. У нас есть эта лестница. И я бы сказала, что ваша роль в создании будущего, которое вы себе представляете, это роль человека, который должен всегда держаться настороже. Человека, который точно знает, как будет и как не будет. Человека, который зачастую использует те способы и средства, которые использовать нельзя. Он знает, что там ничего не получится, но он все равно делает это, потому что ему надо в чем-то себя убедить. Какая-то странная, на мой взгляд, здесь парадоксальная история, учитывая то, что Ворон – это осознание, мудрость, пророчество такое, да, Скорпион – это внезапность, нападение, атака, чрезвычайно развитый инстинкт какой-то, видимо, самосохранения, очерчения своего пространства. И вот эта борьба, по сути, никому не дает ничего лучшего. Ваши скрытые силы вынуждают вас воспринимать реальность как нечто опасное. И вы с этой реальностью зачастую пытаетесь работать и бороться. Вот что я хотела сказать. Я не знаю, что это значит, но, наверное, это такая история, о которой нужно подумать. Где-то здесь внутри лежит четкое и конкретное понимание исходящих угроз. С одной стороны, это как раз какие-то страхи, такие глубинные, экзистенциальные, какие-то внутренние понимания, что мир действительно может быть опасен. А с другой стороны, это какая-то странная история, что вы знали, что там будет нехорошо и плохо, все равно туда пошли. Ну или что там надо быть внимательным, что-то еще.
То есть как будто здесь какие-то внутренние силы требуют от вас как раз-таки внимательности, но внимательности на этапе принятия решения, а не после того, как это решение было уже принято. То есть быть более решительным, учиться защищать себя. Какая-то здесь, на мой взгляд, сокрыта такая интересная экстраполяция. Какие действия или мысли мешают вообще человеку или вам видеть истинную природу реальности? Мы вроде бы об этом поговорили, но есть у меня еще один вопрос. Это я, да, это эго, гнозия. Что мешает? Мешает только автоматический какой-то сценарий, привычное видение, привычные стратегии, то, к чему вы привыкли, то, что для вас является наиболее очевидным. То, что, по вашему мнению, не может быть вообще никаким другим. То есть как будто вы вообще отказываетесь видеть альтернативные точки зрения. Ну или не вы, может быть, другие люди. То есть нет альтернативных точек зрения, есть только я. А там, где есть альтернативные точки зрения, они могут быть опасны. Здесь мне 5 мечей раскрывается более глубже. Альтернативные точки зрения, говорит 5 мечей, могут быть для меня опасны, потому что они нарушат привычную мою картину мира. Потому что они будут требовать от меня выхода из так называемой моей зоны комфорта. Они будут требовать от меня признания вещей, которые я отрицаю. Они будут требовать от меня принять, что на самом деле я не такой, каким я себя чувствую, или мир не такой, каким я его вижу. То есть они будут требовать от меня перемен. А я тогда потерплю фиаско, говорит 5 мечей. Как же так? Какой интересный метаболизм вырисовывается. Что вам нужно освободить или изменить в себе, в своем сознании, не знаю, восприятии, чтобы лучше понимать будущее вообще, абстрактное будущее, да, каким оно может быть, что нужно сделать. И вот у нас красивая карта под названием «Справедливость». Она говорит нам, раскрывает большую историю о том, что нужно понимать, что мир живет по законам, не таким законам, которые видит и воспринимает человек. И в том числе человеческая наука. Это какие-то более экзистенциальные вещи и законы, до которых ни человечество, ни наука, наверное, еще не доросли. То есть это карта, которая указывает на то, что жизнь вообще на планете Земля, как она есть, устроена и работает так, как должна работать именно здесь. А что это значит в контексте самой жизни? То есть для лучшего понимания будущего, наверное, надо осознать прежде всего причинно-следственные связи. Справедливость – это карта, которая говорит о том, что как только человек осознает понятие слова «справедливость», правосудие, суждение, вообще в базисе этой карты, в базисе этой энергии лежит слово «суждение». Суждение о чем бы то ни было. Суждение о мире, суждение о войне, суждение о человеке, суждение о жизни, о смерти и так далее. Как только человек осознает, что вот это суждение может быть только объективным, а не таким, что ты с какой стороны хочешь, с такой стороны и видишь. И тогда, наверное, все будет меняться. То есть суждение о причинно-следственных связях, суждение о том, что всегда так или иначе в человеке перевешивает не то, или в жизни перевешивает не то, что кажется очевидным, а то, что невидимо, пока ты его не увидишь. Взаимосвязи этих вещей и дадут возможность лучше понимать будущее. То есть, когда вы будете понимать, какое конкретное последствие будет приносить ваше решение, или ваше слово, или ваше действие, вы будете отдавать отчет тому, какое будущее у вас будет. На мой взгляд, опять же, это одна из банальнейших вещей, да, разумного существа под названием человек. Когда ты понимаешь причинно-следственную связь, когда ты понимаешь, что у тебя будет завтра, если ты поступишь сегодня так, то будущее становится более ясным.
Но пока, к сожалению, такие вещи формируются только и вообще используются только в бизнесе. Там в бизнесе у нас существуют планы. Мы понимаем, ага, если вот в следующем месяце мы получим выручку такую, расходная часть у нас будет такая, а прибыль будет у нас такая, то мы сможем сделать то-то и то-то. А вот если мы не получим, а получим вот столько, значит, мы сможем сделать вот это сделать не сможем. Но люди так не делают. Вообще. Я не знаю, это хорошо или плохо, тут каждый человек должен решать для себя на самом деле. Но на секунду представьте себе, какой могла бы быть ваша жизнь, если бы вы прямо сегодня, внезапно, неожиданно, начали пытаться проводить параллели. А если я вот сегодня так сделаю, а как у меня будет завтра? Как мне это откликнется в общей своей массе? Это, кстати, тоже аллегория с пятеркой мечей. Как вы можете синхронизироваться условно с вот этой вселенной, абстрактно представленной фигурой этой женщины, чтобы улучшить свое будущее? Что значит синхронизироваться с вселенной? Мы допускаем, и вот у нас есть эта карта, да, на которой написано, что у нас две взаимодействующие силы всегда присутствуют. То есть ваши мысли не остаются где-то в вашей голове. Ваш мозг постоянно генерирует электромагнитные волны. То есть ваши мысли экстраполируются вовне из вашей головы. Они вступают в взаимодействие с какими-то невидимыми частицами. И через ваше тело постоянно проходит солнечный свет, да, фотоны. И мысли ваши, они проникают за пределы оболочки вашего черепа и вашего мозга в том числе. Они двигаются куда-то вперед. И вы оттуда что-то получаете. Так вот, какие синхронизации? Это значит, что нужно научиться улавливать от внешнего мира, чтобы улучшить свое будущее. И в том числе, какие сигналы свои собственные посылать в этот мир, чтобы улучшить свое будущее. И вот у нас 7 жезлов. Такая история. Про синхронизацию почему-то выраженная в форме, опять же, активной жизненной позиции и готовности к защите. Вы лучшим образом, наилучшим образом сегодня и сейчас, может быть, вообще можете синхронизироваться со своей собственной вселенной именно в парадигме защиты своих интересов и достижения своих интересов. Потому что 7 жезлов на этой карте не только защищает этот мост от потенциального проникновения нежелательных людей в этот город, но она еще всем своим видом выражает, что у меня есть силы и есть ресурсы, с помощью которых я добьюсь того, чего я хочу. И либо вы условно поможете мне и не будете, может быть, лезть ко мне, когда не надо, или не будете давать мне то, что мне не надо, или же я тогда вот буду как-то рьяно бороться. То есть здесь синхронизация, опять же, какая странная здесь история синхронизации. Вообще, на самом деле, наверное, будет правильнее, если я скажу, что по этой карте никакая синхронизация на самом деле невозможна. Она невозможна ровно до той степени, пока какой-то конкретный человек не будет готов внешне и внутренне к любой синхронизации. То есть пока не будет изменен принципиальный взгляд и восприятие этого мира. Пока человек будет находиться в активной жизненной позиции, пока человек будет считать, что его видение жизни единственно правильное и верное, ни о какой синхронизации не может быть. Потому что там, где будет синхронизация, будет срабатывать этот скорпион, который эту синхронизацию будет пытаться укусить, подавить и так далее. Вообще такое чувство, что в этой 7 жезлов сама Вселенная, черт возьми, противится синхронизации, потому что воспринимает человека как очень такое странное и опасное существо, которое недопустимо. Вот в этой карте я вижу такое понятие, которое называется бездна. Есть такая колода, она называется Енохианское Таро. Не совсем Таро, конечно, основанная на енохианской магии Джона Ди. Есть такая очень интересная книга, считающаяся на самом деле истинной Библией. Это книга Еноха. Причем их есть несколько вариантов. Но чрезвычайно интересная вещь. Если вы никогда не читали, обязательно почитайте. И вот в этой карте и вообще в этом мировоззрении и так далее, ну и не только в этих, в других вещах тоже есть отсылки, существует такое понятие, как бездна, завеса тайны.
Это вот как примерно сетка на окне, которая стоит, да? Вы сквозь эту сетку видите что-то, но насекомое с другой стороны сквозь сетку пройти не может, потому что эта сетка защищает вас от проникновения в вашу жизнь ненужных вам насекомых. Вот здесь сетка есть. И у меня складывается ощущение, что само по себе понятие Вселенной, абстрактное какое-то сознание, райский сад или что-то еще, сеткой защищает себя от этих людей, чтобы они туда не залазили, потому что они залезут и нагадят там. Потому что основная масса людей абсолютно, как мы видим по умеренности, не имеет в своей голове никаких морально-этических ценностей, компасов и всего остального. Потому что у каждого человека, у основной массы людей, своя парадигма жизни. Абсолютное пренебрежение к тому внешнему, что может быть. Возможно, эта эволюция исправит это дело когда-нибудь. Но, тем не менее, для тех людей, у которых есть возможность обойти эти защиты, история здесь работает именно так, что синхронизация с Вселенной для улучшения своего будущего пока состоит исключительно только в познании, как вообще попасть в эту Вселенную. Чтобы синхронизироваться с чем-то, надо понимать, с чем вы имеете дело. Пока вы не понимаете, с чем вы имеете дело, вы не знаете, как с этим синхронизироваться. Поэтому здесь такая история: изучи защитный механизм. Да? Изучи, как работает защитный механизм. Изучи то, что стоит на твоем пути. И тогда ты сможешь синхронизироваться. Тогда дальше будет развиваться какая-то история. Вот. Ну, не сегодня, я думаю, для размышления все. Но я продолжу дальше эти вопросы, потому что они мне чрезвычайно интересны. Равно как и интересна колода Таро Метапосланий, хоть это и моя колода, в общем-то, созданная совместно с прекрасным, чудесным художником Глебом Свешниковым. Я не перестаю открывать в ней какие-то новые для себя ответы, отклики. Вот, поэтому расскажите свои мысли по поводу всего услышанного. Я с интересом их прочту. И обязательно подпишитесь на канал, чтобы услышать продолжение этой истории. А с вами была Вероника Никитенко, Центр Алхимия. Пока-пока и до новых встреч.